Дорогие друзья, всем привет! С вами Влад, канал Жить в России. Снова пришло время черешни. И это не может не радовать, ребята. Черешня – это вещь. Сейчас съем и начну. Я рад всем подписчикам и всем тем, кто случайно по рекомендации YouTube заглянул на наш YouTube канал. Мы 15 лет назад приехали из Германии, живем сейчас в Белгородской области. За это время мы сменили 3 области. Это наше 3-е место в России. Вначале мы приехали в Калининградскую область, потом мы приехали в Калужскую область. Там прожили 3,5 года. И потом переехали сюда. И здесь уже снова 5 лет мы проживаем, друзья. С тех пор, как я начал вести YouTube канал, а это получилось случайно, вы все знаете, нас с вами собралось здесь 174 тысячи. И я думаю, что большинство из вас это активные участники, те, которые читают, слушают, смотрят наш канал, вернее, подписаны на наш Telegram, на наш Макс, также смотрят нас в ВК, в Рутубе. И новые подписчики, я вижу это по их реакции, которые вот заходят сейчас в основном в Макс, они тоже пишут нам о том, чтобы посмотрели какие-то видео и хотят, скиньте, пожалуйста, то видео следующее, чтобы не искать, то есть заинтересованы в дальнейших роликах. Я этому очень рад. Хватит предыстории, и теперь к сути ролика. Тема этого ролика, она у меня собиралась очень давно, потому что, получая какие-то определенные комментарии, я периодически их себе записывал и думал, что на эту тему можно будет снять какой-то отдельный ролик. Итак, представьте себе страшную картину. 2007 год. Я со своей женой, мы объявляем нашим родственникам о том, что хотим переехать в Россию. Мы проживаем на тот момент 17 лет в Германии, и вдруг ни с того ни с сего, еще никто не собирается, а мы уже объявляем о том, что мы хотим уехать назад в Россию. Это сегодня много людей, раньше их были единицы. И найти себе подобного было просто великое счастье. И когда мы встречали подобных людей в консульстве где-нибудь, мы обменивались телефонами, мы потом созванивались, узнавали, у кого как получилось с оформлением документов, с переездом и так далее. То есть мы прям вот поддерживали этот контакт. И так в то время, в 2007 году, все наши знакомые, они нам обрисовывали вот примерно такую картину. Вы что? Ты что, Влад, с ума сошел? Куда ты собираешься везти своих детей, семью? Ты можешь себе представить, что такое Россия современная? Это ужас. Мне вот так вот говорили. У меня здесь целый список, какие ужасы меня ждали в России. Туалет на улице, и это ужасно. Туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами М и Ж. Просто такая задница. Стираем на доске. Ручная машинка. Газа нет. Нет, у нас пока газ не дали. Под уголь, да? Топим печь. Так что мелочей ни в быту, ни в каком бы то ни было деле не наблюдается. Живем бедно, крайне бедно. Ездим на «Жигулях», других машин нет вариантов простому смертному человеку купить что-то хорошее. Только «Жигули». В магазинах пусто. И то, что ты видишь по телевизору, это муляжи. Нет настоящей еды, настоящих продуктов в России огромной нехваткой. О сантехнике никто и не слышал, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Все ходят по воду с коромыслом, с ведрами. Вот так вот. Ходят на колонку, на колодец, приносят эту воду домой. Зимой это каторга. Постираться это просто ужасно. Потому что, как я выше уже сказал, стирается все на стиральной доске. Стиральная машинка это достояние только москвичей. Пожалуй, еще в Санкт-Петербурге можно себе позволить какую-нибудь стиральную машинку советского образца. Вокруг одни алкаши. террористы, работы нет, зарплаты низкие, мизерные, кушать нечего. Чтобы купить себе хлеба, нужно
10 раз подумать, чтобы купить буханку хлеба, потому что просто не хватает денег. Судя по статистике, россияне в среднем получали 66 757 рублей. Представляю, как сейчас удивились учителя где-нибудь в Омске или Тыве. Но, ой, ты все-таки гадкий. И когда эти люди видели, ведь мне пророчествовали, говорили, через 2 месяца ты уедешь назад. 2 месяца прошло, хорошо, полгодика. Ну, года 2-3 выдержишь. И когда прошло 10 лет, 12, и сегодня на сегодняшний день уже 15 лет, то эти люди стали писать мне следующее. Тебе платит Кремль. Потому что выжить в России невозможно. Заработать невозможно. Работать на себя, что за бред. Там мафия, там крыша, там туда-сюда. Все эти рэкетиры. Жить невозможно. И вот такое вот мне рассказывали. Вот такое мне пророчествовали. Кроме этого мне говорили, дорог там нормальных нет. Если ты с собой возьмешь машину, она ушатается очень быстро, она разобьется. Купаемся, естественно, в речке. И то в сезон. Варить кашу будем, естественно, из топора, потому что, другой приправки не будет. Маслица, чего-то там, сальца. Такого нет. Только из топора. И вот в этот ужас ты хочешь увести свою семью. Сегодня я вам предлагаю, друзья, вкратце, вот в течение вот этого небольшого ролика, посмотреть нашу короткую историю. Все события я буду озвучивать за кадром. И в конце мы с вами снова увидимся. Итак, друзья, здесь на этом фото мы в 2003 году. Здесь немножко позже. Вот здесь уже Наташа родилась. Настя с Наташей есть. 2 дочки. Вот мы с ними катаемся на пони в парке. Это еще Германия, естественно. Здесь мы пакуем вещи. Уже выезжаем. 2011 год. Санек наш родился незадолго до отъезда. Когда мы переезжали, ему было 3 месяца. Даже Даша помогает. Молодец. Ай, молодец. Какая Даша большая девочка. Какая Даша большая девочка. А? Большая? Молодец. Мы уже обои обдираем, да? Да. Настя помощница. Я так удивилась, что она уже убирает с собой. Большая девочка Даша, да? Вот так нужно было сдать квартиру. В общем, девочки наши тут готовятся к отъезду. Видите, ободрать стены, покрасить батареи, покрасить двери. Вот они, мои 2 кулемы. Моя первая поездка в Калининград. Было очень холодно в комнате. Готовимся к отъезду. Это наш Санек. Дашка села в коробку. Впервые поехали на разведку семьей. Настя, а тут еще вода будет, Настя. Пойдем, Там дальше. Есть, там сейчас много воды. Пойдем, а то там, видишь, дядя Юра нас уже домой приведет, уже лень. Получили регистрацию. Это мы уже переехали. Вот таким дом я застал впервые, когда только-только нашел его, когда один ездил. Косые окна были сверху. Это наш участок, без забора, без ничего, поле простое. Это уже 4 года спустя. Забор. Вот такие были ступеньки. В общем, дом был в таком состоянии. Позже ступеньки я облагородил. Вот такие они стали. Все эти халабуды я позже сломал. Вот такое вот, видите, косое окно сверху. Вот такой наш дом был первый. Вот такое ужасное состояние было. Размороженное отопление. Посмотрите, какая ванна. Печка. Все это сразу в металл сдавал. Полы, видите, какие. Это пространство было увеличено под спальню позже. Вот здесь я уже чуть меньше окно поставил, чтобы кухню повесить. Здесь, видите, поставил окна, еще не заштукатурено. Это мы с детьми играем. Сашка маленький с Дашей. Здесь тоже уменьшил окно, потому что в ванной, когда стоишь голый, тебя на улице было видно. Окно поставил, видите, вот такое морозко, чтобы не видно было, кто там внутри. Окна были поменены, кроме левого нижнего. Позже я перекрыл крышу.
Шиферную выкинул и сделал эту. Вот так дом выглядел уже перед продажей. Симпатично вот так. Газончик уже. Абрикос посадили там, сливу. Арочка небольшая. Веранду облагородил. Снегозадержатели на крыше. Сделал такую подсветку. Вечером он у нас вот так светился. Дом номер 33 наш был. Это киносъемочная группа к нам приезжала, снимали нас из Москвы. Кладовочка новая вместо старого сарая. Здесь я планирую строить мастерскую хозблока. Вот я уже начал строительство. Строил полностью сам. Где-то я залез на крышу. Видите, загорелый какой. Ну, вот такое вот здание получилось. Ворота утепленные, внутри отопление. Ну, печка, правда. Это мы собрали яблочки. Это моя мастерская. До этого был старый сарай. Видите, тепличку поставил позже там. Это наш подвал. Катя начала тренироваться делать закрутки, заготовки. Санька вот стоит. Даша, вон видно за цветами. В первый класс пошли. Вот Дашулька. Даша делает первый звонок. Ровно 9 лет назад. В этом году она окончила школу уже. День Победы, 70 лет Победы. Город Гусев. Это наш второй дом. В таком состоянии я его купил. Без окон, без дверей. Позже сделал забор. Здесь ничего не было. Засыпали все щебенкой. Обшили сайдингом, утеплили. Пока вот труба, видите, как у Титаника. Колонку поставил. Колонки, которые я делаю, я для себя сделал, чтобы была вода в огороде. Газ все пришлось переделывать, потому что продали нам дом с газом, по факту газа не было. Это мы с Катей вышли прогуляться. Это мы всей семьей вышли. Калужская область. Вышли прогуляться. За водой ездили на родник первое время. Потом сделал скважину. Это я устанавливаю кухню. Моя мастерская. Здесь я принимал заказы, работал. Готовлю плов. Вот так мы любим вкусно покушать. Азиатская пища. О, это фотография с первого дома, как она сюда попала. Ну хорошо, давайте первый дом посмотрим. Это тоже первый дом, да. Накидал сюда фото, как-то все в кучу. Да, это снова первый дом. Вот эту кровать я купил за 2 евро по аукциону. Первый дом, снова первый дом. Жарили сосиски с детками. Это второй дом. Работы, да, работы чуть-чуть, а мусор целая куча. Наверху какую-то перестановку сегодня делали. А, вот как. Ну да. Да, да, оно и лучше смотрится. Вот этот вот стол древний, его надо выкинуть тогда. Да. Взять сюда, вот я находил сегодня на Авито. Можно съездить, если что взять. Цивилизованный. Этот бред выкинуть. Это мы делаем столик. Здесь вы видите, немножко видно кухню на заднем плане. Уже газ. На 3-й год я газ провел. А то печку дровами топили, действительно.
Эта комнатка, это я сделал, отделил. В общем, продали дом. И вот купили мы уже 3-й дом. Это уже Белгородская область, ребята. Запускаю дрон. Все кадры вам показывать не буду. Дом построен из кирпича. Утеплен и обложен вот таким вот облицовочным кирпичом, пустотелым. Немножко фотографий с Авито. Вот таким мы увидели объявление. Сразу захотели посмотреть наш дом. Приехали, практически сразу договорились и почти моментально купили его. Гараж следует еще мне доделать, конечно. Я не знаю, будет видно, не будет видно. Мне для работы мастерская просто отлично подойдет. Заходим в летнюю кухню. Вот такая вот комнатка. Вот такой вот, можно сказать, предбанничек. Вот такая вот летняя кухонька. Так, свет, наверное, нет, есть. Какая-то маленькая лампочка есть. Значит, здесь все мое, что с мастерской я поставил. Здесь вот такие вот полки. Тут такой вот сарай. Свет тут у нас не горит пока. Не знаю, будет видно или нет. В общем, все станки пока поставил здесь. Это все, что было в моей мастерской. Так. Ну а здесь, сейчас попробую. Здесь свет горит. Так, здесь он. Вот. Значит, здесь когда-то держали птицу и поросят. Я открою даже здесь, чтобы было немножко посветлее. Вот так. Вот. Здесь был выгул для курей. Выходим на участок. 30 соток, друзья. 30 соток земли. Ну вот, собрал я кухню, друзья. Получилось примерно так. В общем, тут будет стоять холодильник. Кухня встала уголком. Над газовой плитой у нас располагается вытяжка. Поставил, подсоединил. Ну а здесь я начал делать мастерскую из старого гаража. Яма обваливалась вовнутрь, поэтому я решил все это дело залить. Заодно покрасили с Сашкой стены. Потолок тоже не был подшит, как видите. И в горе, и в радости, правда? Кать? Точно. Да, Катя вызвалась мне помогать. За что ей большое спасибо. А я уже начал заливать. Сейчас я потише сделаю. Вот. Я залил буквально 2 машинки. В целом я доволен. Необходимо было сделать окно в мастерской, чтобы был свет. Вкусно? У меня губы все в этом. Были, а уже теперь нет. Ой, какой ты смешной теперь. Полы залиты, готовы. Окно вставил. Ну, сейчас нужно сделать сварочную вытяжку. Это шкаф, это не наша. Это тоже не наша. Это камушка? Лампочки. Ого, это которые огромные такие, да? Да.
заношу мебель для мастерской, включил музыку. Так работать веселее. Расставляю оборудование. Так, сверху у нас посыпался пенопласт. И причем вот такой весь, как труха. Вот газовый. Мы будем где-то делать примерно вот в этом месте. Труба будет идти вниз и отсюда идти шланг. Так, я вырезал вот такой диск и хочу его поставить в качестве такой декорации, чтобы отверстие, которое я с той стороны выдолбил, оно немножко закрыло. В общем, должно быть как-то так. Ну что ж, друзья, закончили мы делать забор. 120 метров позади. Мы очень довольны работой проделанной. Очень довольны, что у нас теперь есть загородка. Нужно будет еще кое-что доделать. Теперь мы убираем внутренний забор. Жизнь продолжается. Будем двигаться вперед, сколько Бог даст жизни, силы. И разбиваем молодой сад. 25 деревьев посадили. Уже что-то посажено. Посажено, в принципе, немало. Мне еще нужно будет посадить вот эти вот. У нас это персики, абрикосы и нектарины стоят возле забора. Не бойтесь, все нормально. Вы в безопасности. Приятного вам путешествия. Сейчас наш к радости будет. Все, ребята, мы в машине не одни. Вот там у нас гусята пятидневные, подрощенные, по 350 рублей. А там индюшатки маленькие, суточные. Там одни-двое вместе ходили. Ой-ой-ой. Ну что ж, друзья, у нас продвижение с забором. Все. Че, пойдем гусят переставим, Кать? Коротко о главном. Переселенцами из Германии в Белгородской области в рамках программы «Молодая куриная семья» впервые в истории создан беспрецедентный курятник. Авторы проекта утверждают, что при строительстве многоэтажных гнезд для кур-несуш были использованы самые передовые нанотехнологии, а также то, что за прожитые 17 лет в Германии они не встречали ничего подобного.
И такое было возможно только в России. Обалдеть. Вот это морковочка. Ай, какая красота, друзья. А здесь будет птичник. Сегодня мы убрали одного гуся. У него был клюв кривой. Не вот так закрывался, не вот так закрывался, а вот так был. Один гусь и 2 индюка. Вот такие вот зачетные индюки. Большие, хорошие, крупные, да? Ну вот сейчас Катя выпотрошит и взвесим. Это порода не бройлерная, обычные индюки. Перец. Какой взять перец? Он весь красивый. Ну да возьму вот этот вот прям, который увидел, тот и возьму. Друзья, была вечная проблема с пустыми банками, когда выпьем сок или там съедим банку помидор. Куда девать пустые баночки? Теперь достаточно места, чтобы эти баночки поставить на нашей полке. Порядочно теперь. Компоты, в основном компоты, да. Ну и как в России, да без баньки, друзья. Решил переделать старый сарай под баню. Длинный сарай я разделил на 3 помещения. Предбанник, баня и отдельно там сарай через стену. Сделал вытяжку. Вода. Вода от бойлера. И делаю трапики. Купил специальные камни, полезные для бани. Вот такая получилась банька. Баньку затопил. Через час будет готово. Ну и чтобы куда-то убирать все свои пожитки, решил построить кладовочку. Сделал ее весьма легкой такой конструкции. Итак, на один раз я прошелся, полы покрасил. Эти 2 коробки сегодня заберут, это остатки панелей. Тоже продал, уже нашел покупателя. Все, такие вот дела. Все готово. Все. Всем привет, дорогие друзья. Наши петушки подросли. Вот в прямом эфире.
Ну, дети были, надо было попросить, чтобы сняли. Поехали. Васька, мы не играемся. Ну давай попробуем. Давай, Так, что потом обрежем. Да, поехали. Да, посмотрим. Она уже красавица. Да. Ну и колодок сколько. Колодки только, да. Вот она, чистенькая, только в колодках. Вот его берем. И лапки целые. Да, вот такая уточка. Итак, дорогие, я надеюсь, вы смогли посмотреть этот ролик, где бы вы ни были, в какой бы стране вы ни жили, вы смогли посмотреть, чего можно добиться с Божьей помощью. Если у тебя есть руки, если есть голова, если есть желание, если есть настойчивость, прилежание, я не скажу не без этого, оно нужно, чтобы делать все аккуратно, оно нужно, чтобы не бросать одно и хвататься за другое, иначе во дворе будет бардак, иначе будет куча начатых дел и законченных ни одного. Надеюсь, этим роликом я смог немного прояснить ситуацию, прояснить нашу историю. Если вы не были подписаны на наш канал, то есть такая возможность. Я в начале ролика упоминал, что мы находимся практически на всех видеоплатформах. Еще раз повторю, это YouTube, Boosty, VK Видео и Рутуб. Вы можете найти наши видео на этих платформах, подписаться, мы будем очень рады. Весь остальной контент в Телеграме и на Максе. В Максе наш канал растет, потому что не все могут заходить в Телеграм. Фактически там один и тот же контент пока, но уже сейчас он начал меняться, и есть то, что есть на Максе, и есть то, что есть в Телеграме, но не всегда повторяется. Почему? Потому что так уж получилось, что теперь у нас в Телеграме больше русских немцев и, скажем, других иностранцев из разных стран, вот, а в Максе у нас больше всего россиян. Поэтому немножечко я контент иногда корректирую под зрителя. Спасибо вам большое. Я очень рад, что наш канал так тепло. Сегодня, кстати, классный комментарий был такой, мне очень понравился. В Телеграме написала одна женщина о нашем канале, о том, что в чате сложилась такая теплая обстановка, что приятно заходить и приятно пообщаться. Это действительно так и есть. Как-то подобрался такой контингент, такие люди, которые приятно общаются между собой, решают какие-то вопросы, может быть, о чем-то спрашивают, узнают, делятся даже рецептами уже сейчас женщины там. Вот. Дают мне какие-то советы, потому что я тоже не все знаю. И то, что вы видели, я строил, это все я брал тоже из интернета, спрашивал у знакомых. Я не строитель, я не мастер. Все это делал я как любитель. Вот. Но делал с душой и с молитвой. Вот, потому что без этого тоже никак. Мы люди верующие, поэтому для нас общение с живым Богом в молитве – это самое главное. Спасибо, что были с нами, дорогие. Всем всего доброго. Ссылочки внизу. Ждем вашей подписки, а также на каналах Telegram и Max. Всем всего доброго. Храни вас Бог. Пока-пока.